Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал «Рецепты для лентяев», и у меня для вас отличная подборка идей на праздничный стол. Рецептики будут горячие, там будут и закуски, и вторые блюда, наверняка что-нибудь вам понравится. Начать предлагаю с очень легкой, как в приготовлении, так и по своей сути закуски. Она будет с креветками. Для этого рецепта понадобятся креветки. Я брала уже заранее очищенные и размороженные. Солим их, выдавливаем зубчик чеснока, слегка сбрызгиваем растительным маслом, совсем немножко, посыпаем специями. Я взяла молотую сладкую паприку и немного красного острого перца. Все хорошенько перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились. Еще нам понадобится несколько долек лимона. Разрезаем их на четвертинки. Лимоны в этом блюде нужны для кислинки и аромата, а еще для красоты. Есть их потом не обязательно. Следующий ингредиент – мягкий сыр. У меня это фета, можно заменить адыгейским, моцареллой, брынзой. Сыр крошим руками, либо нарезаем на небольшие кусочки, как вам удобнее. Добавляем лимоны и горсть маслин без косточек. Все перемешиваем и ставим запекаться при температуре 180 градусов. Если запекаете в духовке, то минут на 10-15, в зависимости от размеров креветок и объема порции. Я сегодня все буду готовить в аэрогриле, поэтому ставлю на 7 минут. У меня аэрогриль Eisenhof. Удобное устройство, которое заменяет собой сразу несколько кухонных помощников. Духовку, сковородку, микроволновку и фритюрницу. Несколько минут и горячая закуска из креветок готова. Креветки получаются чесночно-остренькие, с кислинкой от лимона и маслин и прекрасно сочетаются с горячим мягким сыром. Закуска легкая, полезная, она прекрасно подходит под какие-нибудь игристые напитки или белые вина. Если хотите, эту закуску можно разнообразить и на моменте еще приготовления добавить, например, свежие томаты, можно стручковую фасоль, можно спаржу, можно брокколи. То есть какие-то овощи, которые, во-первых, хорошо сочетаются с креветками, а во-вторых, они не требуют долгого процесса запекания. В итоге получится еще более сытно, еще более нарядно и еще более полезно. Следующая закуска, она более классическая, она повреднее, конечно, она очень хорошо подходит под всякие разные алкогольные напитки, но вот какой у нее есть плюс. С утра с чашечкой кофе, даже в остывшем виде, она прекрасна и божественна. Так что даже если после застолья у вас она останется, на утро будет прекрасный завтрак. Для этой закуски понадобится мясная основа. Я взяла карбонат, можно окорок, мясной орех, хорошую ветчину, копченую курицу, в общем, что-нибудь такое. Режем мясо на небольшие кусочки. Примерно на такие же кусочки нарезаем полутвердый сыр. По количеству его нужно столько же, сколько мяса. Сыр можно натереть на терке, в этом случае он просто полностью расплавится. Но если сделать именно кубиками, тогда снаружи он подрумянится, сохранив форму, а внутри будет расплавившийся. Добавляем немного зелени. Я взяла пучок кинзы. Можно петрушку, укроп, базилик или шпинат. Тоже очень хорошо подойдет. Ко всем этим ингредиентам разбиваем одно яйцо, подсаливаем и перемешиваем. Раскладываем все по тарталеткам. Тарталетки лучше брать из песочного теста, так закуска выйдет вкуснее. По желанию, вместо тарталеток можно раскатать слоеное дрожжевое тесто, уложить его в формочки для кексов и также запечь вместе с начинкой. Но в этом случае время приготовления нужно будет увеличить минут до 20-30, чтобы тесто успело пропечься. Раскладываем тарталетки либо на противень, либо, как я, в чашу аэрогриля. Запекаем при 180 градусах, если в аэрогриле, то достаточно 5 минут, если в духовке, то 10. Тарталетки очень простые по своей сути, но это всегда такой беспроигрышный вариант, который точно всем нравится. Хотите, туда еще к этой начинке можно, например, добавить чернослив или ананаса, будет очень классное такое сочетание кисло-сладенькое. Можно какие-нибудь маринованные огурчики, вяленые томаты. В общем, что-нибудь такое вот на свой вкус добавили. Будет вообще супер. Еще простейшая закуска, она из перчиков, очень пикантная за счет своих там ингредиентов, готовится проще простого. Для этой закуски понадобятся продолговатые перчики, примерно вот такие. Я брала сладкие, можно взять острые. Обычно это сорта рамиро, либо чили. Мы их разрезаем пополам и вычищаем от семечек. Перцы можно брать крупные, как у меня, можно мелкие. Заполняем перцы творожным сыром. Если хотите, в него можно заранее добавить мелко нарезанную свежую зелень. Вместо творожного сыра можно взять плавленый
Либо самый обычный полутвердый сыр натереть на мелкой терке. Но вот именно с творожным вкус получается более сливочным, и мне это сочетание нравится гораздо больше. Теперь перцы нужно обмотать полосками бекона. У меня полоски достаточно широкие, поэтому я каждую делю вдоль на две части. На мой взгляд, так выглядит гораздо красивее. Запекаем при 180 градусах в аэрогриле минут 5, в духовке минут 10. Перец должен стать мягче, а бекон подрумянится. Закуска довольно легкая, при этом очень интересна за счет бекона, с нотками копчености и сливочной начинкой. Помимо закусок, я, естественно, не могу вас оставить без вторых блюд горячих. Покажу очень классные, ленивые, при этом оригинальные варианты. Нам понадобится хороший кусок свинины, весом грамм 700-800. Солим со всех сторон, посыпаем черным молотым перцем, добавляем пару чайных ложек горчицы и 2-3 столовые ложки соуса барбекю. Я его брала в магазине, самый обычный классический. Мясо хорошенько обмазываем со всех сторон и оставляем мариноваться в холодильнике. Хотя бы на пару часиков, можно на всю ночь. Для панировки понадобятся орехи. Можно взять какой-то один вид, я взяла целую смесь – грецкий, фундук и миндаль. Либо помещаем орехи в пакет и измельчаем их молотком, либо рубим ножом в мелкую крошку, либо измельчаем в блендере. Тут уж кому как больше нравится. Замаринованное мясо посыпаем орехами со всех сторон, придавливая их и как бы впечатывая в свинину, чтобы они лучше держались. Запекаем при 180 градусах сперва минут 20-25 с одной стороны, затем еще столько же с другой. Если делаете это просто в обычной духовке, то, естественно, там на кусок мяса потребуется больше времени, чтобы он полностью пропекся. Но так как у меня аэрогриль, то блюдо в нем готовится гораздо быстрее. За счет своей мощности, а также принципа работы, когда вокруг корзины циркулирует горячий воздух, блюдо готовится в среднем в 2 раза быстрее, чем в обычной духовке. Чем мне нравится аэрогриль? Блюда в нем получаются сочными и нежными внутри, а снаружи появляется аппетитная хрустящая корочка. Свинина выходит нежнейшая, со вкусом ореховой панировки. Кроме того, готовя в аэрогриле, практически не требуется использовать масло, благодаря чему блюда становятся гораздо более полезными и менее калорийными. Аэрогриль очень простой в управлении. В моей модели Эйзенхоф есть 8 автоматических программ для приготовления мяса, рыбы, овощей, выпечки, разморозки и так далее. При этом можно менять температуру и время готовки самостоятельно. Кроме того, можно скачать приложение Эйзенхоф Kitchen с рецептами. Работать с аэрогрилем невероятно легко. Достаточно положить продукты в корзину, выбрать время и температуру, а дальше аэрогриль все сделает самостоятельно, не требуя вашего внимания. Все комплектующие легко моются, в том числе их можно мыть в посудомоечной машине. А еще, ребят, хочу с вами поделиться очень классным лентяйским рецептом приготовления утки. Я сначала хотела сделать фаршированный, потом подумала, упростила процесс, по вкусу будет то же самое, только все это готовится в разы проще и быстрее. Я брала утиные окорочка. Солим их, посыпаем черным молотым перцем, слегка сбрызгиваем растительным маслом и добавляем пару столовых ложек меда. Выдавливаем апельсиновый сок. Все специи и мед хорошенько распределяем по окорочкам и оставляем мариноваться минимум на 1 час, можно на всю ночь. Для гарнира понадобится немного тыквы. Нарезаем кубиками среднего размера. Слишком крупно лучше не резать, так как запекать гарнир будем вместе с уткой. Поэтому время запекания будет не очень большим, и тыква должна успеть приготовиться. Помимо тыквы нарезаем яблоко. Лучше брать кислые сорта. Удаляем у яблока сердцевину и режем на такие же по размеру кусочки, как и у тыквы. Чашу аэрогриля или форму для запекания выкладываем на низ тыкву и яблоки, посыпаем их молотым сушеным имбирем и молотой корицей для пряного аромата. Перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились. Сверху укладываем утиные окорочка и поливаем все остатками маринада. Запекаем при 180 градусах 20 минут с одной стороны, затем переворачиваем утку и еще столько же с другой стороны. Посмотрите, какая получается утка румяная, с хрустящей корочкой и при этом очень нежным и сочным мясом внутри. У нее привкус апельсинового маринада и в сочетании с пряным сладковатым гарниром получается невероятно вкусно.
В общем, сами видите, аэрогриль, он довольно универсален и спокойно заменяет собой большое количество кухонной техники. При этом ускоряет процесс готовки и делает блюда гораздо более полезными и вкусными. Сама я, например, очень люблю пользоваться аэрогрилями, и если у вас его до сих пор нет, сейчас самое время задуматься о покупке. Потому что компания Эйзенхоф дарит скидку на аэрогриль в размере 4500 рублей. Для этого достаточно перейти по ссылке, которую я оставлю в описании под видео. Такой аэрогриль можно купить в рассрочку или в кредит, и он долгие годы будет помогать вам на кухне. От себя хочу добавить, что у меня на канале есть еще ролики с классными рецептами горячих блюд, закусок. Ссылочки оставлю в описании под видео, а у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели ролик. Хорошего вам настроения. Всего самого-самого замечательного. Всем пока.